С начала 21 века Google Earth стал настоящей революцией в мире картографии. Люди получили возможность исследовать планету, заглядывая в самые удаленные уголки Земли, не выходя из своего дома. Однако в 2020 году произошел шокирующий случай. Остров, который ранее был зафиксирован на картах, внезапно исчез. Этот эпизод вызвал волну обсуждений и споров. Как такое могло произойти? Как может целый остров исчезнуть с карты, когда тысячи пользователей утверждают, что он существует? Все началось, когда местные жители острова, известного под названием Sentinel, заметили, что его изображение на картах Google изменилось. Люди, которые когда-то посещали это место, утверждали, что это был прекрасный уголок природы с великолепными пляжами и самобытной культурой. Но теперь остров словно растворился, оставив за собой лишь пустоту. Фотографии, сделанные в разные годы, также подтвердили, что остров действительно существовал. Но правды не было нигде. Некоторые пользователи начали искать подтверждение его существования. Они делились своими воспоминаниями о поездках на остров, о его живописных пейзажах и дружелюбных жителях. Специалисты по географии и картографии начали изучать ситуацию и сравнивать данные из открытых источников. Они пришли к выводу, что исчезновение острова может быть связано с ошибками в спутниковых данных. Google Earth активно использует спутниковые изображения для обновления своих карт, и иногда могут произойти сбои. Однако, достаточно ли этого, чтобы объяснить исчезновение целого острова? Ученые затеяли исследования и начали анализировать данные, доступные из других источников. Оказалось, что спутники действительно фиксировали изменения, которые происходили на острове. Некоторые из них показывали его даже в момент исчезновения, но как такое возможно? Основные теории сводятся к тому, что остров мог быть затоплен. Но местные жители с этим не согласны, ведь они прекрасно помнят, как на этом острове проходили фестивали и праздники, как люди ловили рыбу и собирали урожай. Вскоре вопрос о исчезновении острова стал вирусным. Социальные сети заполнились обсуждениями, теории множились, как грибы после дождя. Некоторые пользователи начали выдвигать идеи о том, что остров был на самом деле местом секретных исследований, и что его исчезновение связано с какими-то военными или правительственными программами. Буквально за считанные дни эти теории стали популярными и даже привлекли внимание СМИ. Неуверенность и загадка вокруг исчезновения острова привлекли не только обычных людей, но и ученых, которые начали исследовать это событие. Они старались понять, как такое могло произойти и какие данные могли бы подтвердить или опровергнуть существование острова. Однако, несмотря на усилия, ответы оставались иллюзив, а Google под давлением общественности и журналистов не спешил предоставлять разъяснения. Обсуждения на форумах и социальных сетях принесли не только вопросы, но и панельные дискуссии, где спикеры делились своими версиями. Наблюдение за ситуацией стало настоящим общественным явлением. Были созданы группы, посвященные этой теме, где участники делились теориями и анализировали каждую мелочь, связанную с исчезновением острова. Вопросы о том, что же произошло с этим местом, не оставляли людей в покое. Интрига вокруг острова только нарастала, и вскоре в сети начали появляться слухи о возможных последствиях для всех, кто когда-либо посещал это место. Люди начали вспоминать свои поездки и делиться историями, которые связывали их с этим исчезнувшим островом. Специалисты и любители картографии все более уверенно заявляли о необходимости дальнейших исследований. Они призывали к созданию новых технологий, которые позволят избежать подобных исчезновений в будущем. Следующим шагом станет изучение свидетельств тех, кто утверждает, что остров существует, несмотря на отсутствие его изображения на картах. Наверняка их истории откроют новые горизонты для понимания этой загадки и, возможно, подскажут, как же на самом деле обстоит дело с исчезнувшими территориями. С момента исчезновения острова пользователи интернета начали делиться своими воспоминаниями и странными свидетельствами, которые ставят под сомнение сам факт его исчезновения. Люди, которые когда-либо побывали на Сентинеле, с недоумением рассказывали о своих впечатлениях. В их рассказах остров предстает не просто куском земли, а живым местом, полным культуры и истории. На Сентинеле проводились местные праздники, жители ловили рыбу, а пляжи манили туристов своей красотой. Однако теперь все это стало лишь воспоминанием, когда спутниковые карты перестали отображать его существование. Среди пользователей социальных сетей началась настоящая охота за правдой. Кто-то делился старыми фотографиями, запечатлевшими рыбацкие деревушки, зеленые холмы и яркие закаты. Эти снимки стали своеобразным доказательством того, что остров действительно существовал и оставил след в сердцах его посетителей. Пользователи задавались вопросом, как такое возможно, что место, которое они видели собственными глазами, исчезло с карт. Эти воспоминания подогревали интерес к загадочному исчезновению, и вскоре в интернете появились даже видеообзоры, посвященные этой теме. Некоторые исследователи и географы начали активно искать дополнительные средства проверки существования острова. Они обращались к различным спутниковым данным и прошлым картам, чтобы выяснить, как менялся остров с течением времени. Интересный факт. Несколько лет назад Sentinel был зафиксирован на спутниковых снимках, и его размеры выглядели вполне стабильными.
Но в 2020 году на картах Google Earth его не стало. Возник вопрос, как так получилось, что в течение столь короткого времени можно было потерять целый остров? Это привело к обсуждениям о возможных ошибках в данных, которые использует Google. Тем временем некоторые пользователи начали выдвигать теории о том, что остров мог быть просто сконструированным мифом, созданным для привлечения туристов. Но для тех, кто посещал этот уголок, это звучало абсурдно. Они помнили, как на острове проходили местные фестивали, где встречались жители с разных концов мира, чтобы отпраздновать единение с природой. Воспоминания людей о таких событиях были настолько яркими, что они не могли допустить мысли о том, что всю эту красоту просто выдумали. А обсуждения на форумах становились все более горячими. Некоторые пользователи говорили, что на самом деле остров был укрытием для секретных исследований и что его исчезновение связано с правительственными программами. Другие же уверяли, что остров мог быть затоплен, но местные жители, помнящие о своих корнях, не соглашались с этой версией. В их рассказах остров всегда оставался неизменным и в безопасности. Вскоре на просторах интернета появился пользователь, который утверждал, что у него есть доступ к старым записям и свидетельствам, подтверждающим существование острова. Этот человек стал ключевой фигурой для всех, кто не верил в его исчезновение. Он представил свои данные, ссылки на старые карты и фотографии, подтверждающие его слова. В социальных сетях началась охота за истиной, и пользователи делились своими находками, создавая виртуальные альбомы с историческими данными. Географы и картографы начали активно взаимодействовать с этой темой. Они собирали информацию о том, как и почему остров исчез, а также исследовали другие места, которые могли быть затоплены или утеряны. Это исследование стало своего рода движением, которое привлекло внимание не только любителей географии, но и медиа. Вскоре появились репортажи, в которых обсуждались призывы к Google предоставить более точные данные о своих картах. Обсуждения становились все более обширными, и среди пользователей начали возникать новые теории и предложения. Кто-то предполагал, что остров мог быть основанием для секретной военной базы, а другие говорили о природных катастрофах, которые могли произойти в этом районе. Однако ни одна из теорий не могла окончательно объяснить исчезновение острова. Люди продолжали искать правду, и вместе с ними росло желание разгадать эту загадку. Итак, с каждым новым свидетельством и обсуждением терялась граница между реальностью и мифом. Остров, который исчез со спутниковых карт, стал символом поисков истинной истории. На этом фоне возникали интересные факты о других неизвестных островах, которые могли бы дать ключ к пониманию исчезнувших территорий и тайнам, которые их окружают. Спутники, пролетавшие над этим загадочным островом, стали важным источником информации для исследователей и энтузиастов. Они фиксировали изменения в рельефе и состоянии острова, предоставляя данные, которые могли пролить свет на его исчезновение. Как ни странно, именно спутниковые снимки стали основой для анализа, который позволил понять, что происходило в районе Сентинела в последние годы. Некоторые изображения были сделаны всего за несколько месяцев до исчезновения, и на них остров выглядел вполне живым и существующим. Однако вскоре, в последние дни, когда карты Google Earth были обновлены, его не стало. Исследователи начали глубже изучать архивные данные, чтобы обнаружить следы острова на старых картах. Они обнаружили, что на протяжении десятилетий Sentinel находился на всех изображениях, причем размеры и форма оставались стабильными. Это открытие поддерживало теорию о том, что остров действительно существовал, и его исчезновение не было случайным. Условия, при которых остров мог затопиться, рассматривались, но ни одна из гипотез не находила должного подтверждения. Местные жители, которые знали каждую тропинку на острове, настаивали на том, что он был в безопасности. Некоторые исследователи предположили, что спутниковые данные могли быть искажены из-за атмосферных условий или технических неполадок. Они уточнили, что иногда облака и другие природные явления могут влиять на качество изображений, что приводит к ошибкам в отображении географических объектов. Однако у данной теории был один недостаток. Жители, которые помнили остров, не могли согласиться с тем, что их родное место просто не отобразилось из-за плохих условий съемки. Они продолжали утверждать, что Sentinel всегда был на своих местах, и его исчезновение с карт стало для них настоящей трагедией. Вскоре исследователи начали активнее обращаться к глобальным спутниковым системам, чтобы подтвердить существование острова. Они изучали данные, полученные от различных спутников, чтобы выяснить, можно ли увидеть Sentinel в другой системе. Параллельно с этим были опубликованы статьи и отчеты, которые проходили через множество научных журналов. Один из таких отчетов обсуждал изменения на островах Полинезии и Микронезии, что воодушевило многих пользователей сети. Они начали искать информацию о других островах, которые могли бы исчезнуть или измениться таким образом, как это произошло с Sentinel. В ходе анализа спутниковых данных стало очевидно, что помимо исчезновения самого острова, также наблюдались и другие аномалии в этом регионе. Группы исследователей, изучающих подводные геологические явления, начали исследовать дно океана в этом районе.
Они предполагали, что, возможно, произошло какое-то воздействие со стороны океанских течений или вулканической активности, которая могла бы затопить остров. Однако ни одно из исследований не дало четких ответов на вопросы о том, почему остров исчез именно в столь короткие сроки. Такое взаимодействие спутниковых данных с реальными свидетельствами создало особую атмосферу вокруг поиска правды о Сентинеле. Пользователи социальных сетей начали собирать свои находки, создавая коллажи из старых снимков, статей и спутниковых изображений. Каждое новое фото или запись вызывало бурные обсуждения, и каждый заинтересованный пытался внести свой вклад в разгадку этой загадки. Это напоминало настоящую охоту за сокровищами, но сокровищами были не золотые монеты, а воспоминания о месте, которое когда-то существовало. Некоторые исследователи начали связываться с агентствами, занимающимися спутниковыми технологиями и картографией, с просьбой предоставить более точные данные о Сентинеле. В их планах было создать совместную группу, которая бы провела всестороннее исследование исчезнувших островов по всему миру, чтобы понять, как такие вещи могут происходить. Наблюдая за этой ситуацией, многие заинтересовались, как технологии могут помочь раскрыть тайны, связанные с изменениями на планете. К тому времени, как обсуждения достигли своего пика, стало ясно, что остров не только стал символом поиска истины, но и примером того, как современные технологии могут быть использованы для изучения нашей планеты. Сентинел стал центром внимания для многих исследователей, картографов и любителей географии, а также, несомненно, зажег интерес к другим неизведанным местам, которые могли бы скрывать свои собственные тайны. Непрекращающиеся исследования привели к тому, что каждый день появлялись новые версии и теории, некоторые из которых не только объясняли исчезновение острова, но и обогащали наше понимание мира в целом. Эта загадка, безусловно, оставила свой след в истории картографии и продолжила вдохновлять людей по всему миру. Когда вопрос о пропаже острова стал предметом активного обсуждения, различные теории начали появляться как грибы после дождя. Одна из самых популярных гипотез заключалась в том, что остров мог быть затоплен в результате природных катастроф. Однако, как утверждали местные жители, они помнили о праздниках и рыбалке, которые проходили там. Эта теория столкнулась с большим сопротивлением, так как очевидные свидетельства существования острова не давали покоя его защитникам. Люди, которые когда-либо побывали на Сентинеле, уверяли, что этот уголок природы был живым и полным энергии. Некоторые исследователи начали также выдвигать предположение о том, что остров мог стать жертвой тайных правительственных операций. В интернете активно обсуждали возможность того, что остров был на самом деле прикрытием для многомиллионного проекта, и его исчезновение связано с тем, что там проводились секретные исследования. Эти идеи подогревали интерес к ситуации и делали ее еще более загадочной. Пользователи социальных сетей, охваченные множеством слухов, делились своими теориями и находками, которые якобы подтверждали эту версию. Другие ученые начали исследовать возможные ошибки в данных, которые использует Google для обновления карт. Они указывали на вероятность технических сбоев, при которых спутниковые снимки могли быть искажены. Такие факторы, как облака и атмосферные условия, действительно могут повлиять на качество изображений, но эта версия не находила большого отклика среди тех, кто регулярно посещал остров. Местные жители продолжали утверждать, что Сентинел всегда существовал, и его исчезновение стало для них настоящей трагедией. Параллельно с этим начали появляться сообщения о других островах, которые также исчезали из спутниковых данных. Исследователи начали собирать информацию о таких случаях, анализируя, как и почему другие участки Земли теряли свое место на картах. Это привело к появлению новых теорий о том, что может быть целая сеть подобных исчезновений, связанных с природными катастрофами или даже действиями человека. Вскоре на одну из панелей обсуждений вышел пользователь, который утверждал, что у него есть доступ к архивным данным о Сентинеле, которые могут подтвердить его существование. Он представил старые карты и фотографии, которые были сделаны до исчезновения острова, и это вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей интернета. Эти материалы стали основой для новых дискуссий и даже исследований, в которых участвовали профессионалы и любители. Специалисты по географии начали активнее использовать спутниковые данные из других источников, чтобы подтвердить или опровергнуть существование острова. Они собирали информацию и проводили анализ, сравнивая данные с другими картами, чтобы выяснить, как Sentinel мог исчезнуть с радаров. Одновременно с этим в социальных сетях начали появляться видеообзоры и репортажи, в которых обсуждались различные аспекты исчезновения. Эти материалы только подогревали интерес и привлекали еще большее количество людей к исследованию этой загадки. Однако на этом фоне не все могут согласиться с тем, что исчезновение острова могло быть простым результатом ошибок в данных. Одни пользователи начали выдвигать теории о том, что остров был искусственно создан для привлечения туристов, и его исчезновение стало частью какой-то более глобальной схемы. Эта версия, хоть и казалась сомнительной, привлекала внимание и обсуждение. Каждая новая находка, каждая новая история о Сентинеле добавляла масла в огонь.
Блогеры, исследователи и обычные пользователи продолжали делиться своими сведениями и находками, создавая виртуальные альбомы и коллажи, где объединяли фотографии, карты и статьи. Это создало настоящую волну интереса, которую трудно было остановить. Пользователи начали задаваться вопросом, что же еще может скрываться за исчезновением острова? Обсуждения на форумах становились все более живыми и горячими. Переписки длились часами, люди спорили и делились своими впечатлениями. На фоне этого возникали новые идеи и предложения. Некоторые предлагали привлечь ученых, которые смогут провести исследования и выяснить, как остров мог исчезнуть так внезапно. Другие же уверяли, что необходимо обратиться к власти, чтобы они начали расследование этого инцидента. В то время как общественность продолжала искать новые улики, было решено организовать специальную группу исследователей, которая бы сосредоточилась на изучении исчезающих территорий. Цель этой команды заключалась в том, чтобы понять, как такие случаи могут происходить, и разработать новые технологии, которые помогут в этом разобраться. Исследователи начали объединять свои усилия, обсуждая методы, которые смогут помочь в поиске ответов на вопросы о Сентинеле. С каждым новым шагом, предпринятым в поисках правды, становилось все более очевидным, что загадка исчезновения острова станет символом более широкой проблемы, связанной с потерей географических объектов. В то же время интерес к другим островам, которые также могли исчезнуть или подвергнуться изменениям, только возрастал. Все это привело к тому, что исчезновение Сентинела стало не просто событием, а настоящим явлением, которое продолжает вызывать интерес и вдохновлять людей на поиски ответов. Обсуждение исчезновения острова Сентинел стало настоящим культурным феноменом. Социальные сети заполнились комментариями, публикациями и видео на эту тему, и каждое новое сообщение подогревало интерес. Пользователи интернета начали делиться своими воспоминаниями о поездках на этот загадочный остров, описывая его красоту и самобытную культуру. Местные жители, которые когда-то наслаждались пляжами и праздниками, теперь оказывались в центре внимания, когда их истории о Сентинеле начинали набирать популярность. Многие из тех, кто побывал на острове, утверждали, что помнят уникальную атмосферу этого места, его живописные пейзажи и радушие жителей. Эти воспоминания стали своего рода доказательством того, что Сентинел действительно существовал. Интернет заполнили фотографии, на которых запечатлены рыбацкие деревушки, яркие закаты и зеленые холмы. Каждый делился своими кадрами, чтобы опровергнуть теории о том, что остров был мифом или лишь туристическим ловушкой. Однако не все пользователи реагировали на исчезновение острова спокойно. В комментариях возникали споры о том, как такое могло произойти и что именно произошло с этой территорией. Некоторые эксперты начали говорить о возможных ошибках в спутниковых данных. Одна из версий заключалась в том, что атмосферные условия могли исказить снимки, что привело к исчезновению острова с карт. Но для тех, кто знал Сентинел, эта версия оказалась абсурдной. Они продолжали утверждать, что их воспоминания реальны и остров никуда не пропадал. В то время как одни пользователи искали объяснение исчезновения через технические сбои, другие начали выдвигать более зловещие теории. Одной из самых популярных стала версия о том, что остров мог быть частью какого-то секретного проекта или военной базы. Это предположение подогревало интерес к ситуации, и тысячи людей начали обсуждать возможность того, что исчезновение связано с правительственными операциями. Вскоре слухи о тайных исследованиях и военных действиях стали распространяться по интернету, и это привлекло внимание не только обычных пользователей, но и СМИ. Стремительно развивающиеся обсуждения освещались в новостях, и многие журналисты начали проводить свои собственные расследования. Блогеры, вдохновленные загадкой острова, создавали видео и статьи, в которых рассматривали различные аспекты исчезновения. Их работы становились вирусными, и каждая новая публикация привлекала еще больше людей к этому вопросу. Исчезновение Сентинела превращалось в целую историческую загадку, над которой трудились исследователи и простые любители. Параллельно с этим некоторые пользователи начали делиться своими находками. Они искали старые карты и фотографии, которые могли бы подтвердить существование острова до его исчезновения. Старые снимки стали основным аргументом для тех, кто отказывался верить в миф о Сентинеле. На форумах и в социальных сетях разгорелись споры о достоверности этих документов, и пользователи начали активно обмениваться ссылками на различные архивы. Географы и картографы тоже не остались в стороне. Они начали собирать информацию о Сентинеле, исследуя спутниковые данные и сравнивая их с историческими картами. В процессе анализа некоторые специалисты обнаружили, что остров был зафиксирован на снимках даже в последние месяцы перед его исчезновением. Это открытие потрясло многих, поскольку оно подтверждало существование Сентинела в недалеком прошлом. Однако, несмотря на эти данные, объяснить исчезновение острова по-прежнему оставалось сложной задачей.
Обсуждение этой загадки привело к созданию специальных групп и форумов, в которых люди активно искали ответы. Некоторые пользователи выдвигали идеи о создании исследовательской команды, которая могла бы отправиться на поиски острова. Они делились своими планами и методами, как можно было бы выяснить, существует ли Sentinel на самом деле. Происходила настоящая охота за правдой, и интерес к теме только возрастал. Местные жители, которые когда-то знали этот остров, также стали активными участниками обсуждений. Они делились своими воспоминаниями и переживаниями, пытаясь донести до других, что Sentinel существовал, и его исчезновение стало трагедией для всей их общины. Эти свидетельства добавляли глубину вопросам, которые поднимались в ходе обсуждений, и помогали людям лучше понять, что стояло за исчезновением. С каждым новым комментарием и сообщением становилось все яснее, что исчезновение острова Sentinel вызвало настоящую волну интереса, которая не утихала. Люди со всего мира начали объединяться в поисках ответов на вопросы, которые ставило это загадочное событие. Теперь Sentinel стал не просто островом на карте, а символом поисков правды, который объединил людей в стремлении разгадать тайну, окутывающую его исчезновение. И хотя некоторые теории оставались спорными, факт оставался фактом. Исчезновение Sentinel было лишь началом более обширного расследования о том, что на самом деле происходит с нашими картами и территориями. С исчезновением острова Sentinel на картах Google Earth интерес к другим таинственным островам и территориям начал расти. Исследователи и любители географии начали копаться в архивных данных, чтобы найти информацию о подобных случаях. Оказывается, на протяжении истории существовали и другие острова, которые, как и Sentinel, внезапно исчезали с карт. Например, острова, которые были видны на картах несколько десятилетий назад, больше не существовали. Эти случаи стали предметом изучения ученых, которые пытались понять, как такое могло произойти и какие факторы могли вызвать исчезновение. Некоторые исследователи начали собирать информацию о затопленных островах в Тихом океане, которые могли бы стать аналогами Sentinel. Они изучали данные о климатических изменениях и повышении уровня моря, которые могли бы повлиять на такие территории. Специалисты по экологии предупреждали о потенциальных угрозах для небольших островов, которые могли быть затоплены в результате глобального потепления. Эта информация вызывала тревогу, особенно среди жителей прибрежных районов, которые начали осознавать, что их земли могут оказаться под угрозой. Не менее интересными стали данные о других островах, исчезновение которых также стало предметом споров. Например, острова, которые появлялись и исчезали в зависимости от времени года или сезона. Некоторые из них являлись временными образованиями, возникающими в результате сильных приливов или подводных вулканов. Эти факты вызывали много вопросов о том, как постепенно изменяется ландшафт нашей планеты и что может произойти с островами в будущем. Вскоре в социальных сетях начали появляться посты о подобных исчезающих островах. Пользователи делились ссылками на старые карты и изображения, на которых были запечатлены земли, которые теперь больше не существуют. Эти находки вызывали интерес и обсуждение среди сообщества, и многие задавались вопросом, насколько еще много таких случаев осталось незамеченными. Каждая новая история подогревала интерес и привлекала еще больше людей к исследованию исчезнувших территорий. Исследователи начали организовывать экспедиции на некоторые из этих загадочных островов, чтобы собрать данные и изучить их состояние. Они использовали современные технологии, такие как беспилотные летательные аппараты и подводные дроны, для того, чтобы исследовать недоступные места. Эти действия открывали новые горизонты для понимания того, как исчезновение островов может быть связано с природными катастрофами или человеческой деятельностью. Некоторые группы исследователей начали сотрудничать с правительственными учреждениями, чтобы получить доступ к спутниковым данным и архивным записям. Эта работа позволила выявить множество случаев исчезновения островов, о которых мало кто знал. Оказывается, в разных уголках мира существуют не только исчезнувшие, но и непризнанные острова, которые не отображены на современных картах. Это удивительное открытие с каждым днем вызывало все больше интерес у исследователей и любителей приключений. Тем временем на форумах разразились обсуждения о возможных причинах исчезновения этих территорий. Некоторые пользователи предположили, что это может быть связано с вулканической активностью, которая приводит к образованию новых островов, в то время как другие острова могут затопляться из-за изменения уровня моря. Эти теории стали основой для новых исследований, которые пытались выяснить, как и почему происходят такие изменения. Вместе с тем, общая атмосфера вокруг исчезновения Sentinel создала не только интерес к нему, но и к другим, менее известным островам. Люди начали искать информацию о своих родных местах, которые также могут оказаться под угрозой исчезновения. Постепенно эта тема превратилась в глобальную кампанию по сохранению таких территорий и изучению их состояния. В ходе этих поисков некоторые исследователи начали использовать исторические карты и старые отчеты, чтобы восстановить исчезнувшие территории. Эти документы стали важным источником информации для понимания, как менялся ландшафт за последние 100 и более лет. Оказалось, что существуют такие острова, о которых упоминали еще в колониальные времена, но которые сейчас не отображены на современных картах.
Например, острова, которые исчезли из-за активной застройки или других человеческих действий. Местные жители тех районов тоже стали частью этого процесса. Они начали делиться своими воспоминаниями о местах, которые больше не существуют, и рассказы о том, как они менялись на протяжении десятилетий. Эти свидетельства стали ценным источником информации для исследователей, стремящихся восстановить утраченные истории. С каждым новым открытием и каждое новое обсуждение о исчезнувших островах и территориях поднимали важные вопросы о том, как мы можем защитить нашу планету и сохранить ее богатство. Вопросы о том, сколько еще островов осталось незамеченными и какие последствия могут возникнуть в будущем, становились все более актуальными. Эта тема продолжала привлекать внимание, и исследователи продолжали искать пути для понимания и сохранения исчезающих территорий, что в свою очередь добавляло новые главы в историю о загадках нашей планеты.